Привет, друзья! В этом видео мы сделаем верстку мобильной версии нашей страницы. Итак, открываем папку с заготовками из прошлого видео. Поскольку наш макет сделан дизайнером по ширине равной 1200 пикселей, для того, чтобы выровнять наш блок по центру, воспользуемся свойством Margin 0 Auto. Ну вот, теперь мы видим, что наш контент выровнялся по центру. А теперь... Ой, у нас обычный курсор на кнопке. Мне это не нравится, давайте это исправим. О, дальше мы заметим, что при уменьшении размера нашего экрана мы видим полосу прокрутки. А добавляется она из зафиксированной ширины блока Services. У нас получилось так, что просто наш блок не влазит в экран. Получается, экран у нас 1120, а ширина блока Services 1200. Как раз из-за этого и появляется полоса прокрутки. Давайте попробуем с вами изменить фиксированную ширину на динамическую. Теперь мы видим, что наше изображение теперь вылазит. Значит, мы исправим ширину наших изображений. Теперь мы видим, что наши изображения выровнялись. А дальше у нас стал выглядывать хедер. Найдем родителя, это у нас контейнер, и дадим ему тоже динамическую ширину. Теперь мы видим, что наш контент выровнялся по ширине экрана. А теперь мы с вами попробуем написать пару медиазапросов. Что же такое медиазапрос? Это такой запрос, который помогает нам поддерживать различные параметры устройств. Ширину и высоту, например. Давайте начнем с логотипа. А теперь давайте договоримся, что после каждого правила CSS мы будем писать медиазапрос, относящийся к этому правилу. Если мы захотели написать медиазапрос на логотекст, то вставим его после главного объявления логотекст. А теперь вопрос, почему же я написала 1100 пикселей? Давайте посмотрим. Мы видим, что при увеличении экрана наша верстка остается на месте, а при уменьшении его менее чем 1100 пикселей она немножечко уехала. Справа сверху в уголочке мы можем видеть нашу фактическую ширину экрана. А сейчас мы будем наблюдать магию. А теперь точно так же уменьшим размеры нашему логотипу. А теперь мы видим, что наши ссылки немножечко непропорциональны нашему логотипу. Давайте займемся ими. Далее давайте займемся нашими расстояниями между ссылками. А теперь мы видим, что наш контейнер выровнялся как-то некрасиво. Давайте это исправим. А теперь мы видим огромную высоту нашего баннер-блока. На маленьком экране баннер занимает всю видимую область, а нам бы этого не хотелось. Возможно, будет некрасиво, потому что я не дизайнер, ребят, но я могу показать просто, как работает эта техника. Давайте теперь пропорционально уменьшим заголовки. Ой, теперь нам не нравится кнопка. Ой, а теперь у нас какие-то вообще огроменные отступы. Давайте это исправим тоже. О, а теперь предлагаю брать отступы заголовков в наших услугах. Так гораздо лучше выглядит. Далее займемся нашим текстом. Сделаем отступы тоже поменьше. О, теперь еще лучше выглядит. Просмотрим нашу страничку. Так, подарочный сертификат, тоже очень большой отступ. Давайте его уменьшим. Уменьшаем пропорционально, видим, что стало гораздо лучше. Большой отступ у заголовка. Давайте это тоже поправим. Далее наши картинки выглядят очень большими. Давайте их уменьшим. Вот так гораздо лучше. Далее давайте поработаем со шрифтом. Добавим интерлиньяж.
Так, ну более-менее выглядит все прилично. Давайте попробуем еще немножко сузить экран. Так, тоже хорошо. Вот, опять появилась полоса прокрутки. Появилась она на расстоянии 850. Поэтому следующей точкой предлагаю сделать медиазапрос 860. Первое, с чего мы начнем, это наш хедер. Как мы помним, в большинстве мобильных устройств используется бургер-меню. Давайте его сделаем. Сам бургер будет у нас кнопкой. Давайте выберем класс бургер. И внутри будет находиться элемент span. Использовать будем BEM. Так же, как и на всей странице. Бургер item. Давайте допишем стили для него. Если вы захотите использовать другую кнопку, вообще примеров очень много в интернете. Можете найти любую. Так, мы видим, что наш бургер появился у нас на странице. Но он у нас виден как в десктопной версии, так и в мобильной. Давайте его покажем только для мобильной версии. Для этого напишем чуть-чуть другой медиазапрос. Min-width – это минимальная ширина, до которой наш бургер не будет показан. Далее, как мы помним из большинства мобильных устройств, логотип у нас всегда находится слева, а бургер справа. А нашего меню не должно быть видно. А еще по правилам контейнер должен иметь отступы слева и справа по 16 пикселей. Давайте их добавим. А меню наше мы скроем. Теперь давайте спозиционируем нашу картинку более удобно и поправим отступ в хедере, а также уменьшим высоту баннера. Во, все стало на свои места. Только теперь нам практически не видно заголовка. А это важный текст. Поэтому давайте сделаем его белым. И немножечко подвинем. Далее давайте сделаем из горизонтальных блоков услуг вертикальные. Или, проще говоря, сделаем колоночку из наших услуг. И добавим небольшие отступы. А еще выровняем по центру. И для того, чтобы понимать, где заканчивается одна услуга и начинается другая, добавим нижнюю границу. Давайте посмотрим, как получилось. Давайте раздвинем наши колонки, а то они занимают 50%. Теперь то же самое проделаем с блоком «Подарочный сертификат». Подарочный сертификат у нас позиционируется с помощью контейнера, точно так же, как и футер. Поэтому будем позиционировать их одновременно. Можем просто поставить запятую. Тоже делаем колонки и выравниваем по центру. Так, отлично. Теперь нам нужно немножечко поработать с футером. Сначала мы уменьшим размер шрифта для телефона. Отлично. Затем мы поменяем порядок меню и телефона, потому что меню в футере на мобильной версии обычно не видно, оно находится в бургере. Далее мы скроем наше меню. Давайте выровняем наше меню. Выравнивать меню в футере будем простым способом. Перебьем специфичность. У нас оно не выровнялось, потому что футер-контейнер стоял после того, как мы добавили правила. Поэтому оно не выравнялось по центру. Специфичность, ребята, верстки, это очень важно. Далее давайте подвинем наш главный заголовок, потому что он очень уехал вправо. Даже, мне кажется, надо было его чуть-чуть раньше подвинуть.
О, теперь отлично. Далее немножечко уменьшим наш заголовок. Следующей точкой будет 460 пикселей. Это уже будет минимальный мобильный размер. Для начала мы уменьшим наш заголовок. Далее мы видим, что наши картинки, они очень большие. Они просто не влазят. Поправим их размер. Отлично. Далее мы поправим размер нашего текста. Видите, это не очень хорошо задавать абсолютную величину. Проще было бы, если бы мы динамически изначально это сделали. Но для того, чтобы научиться, будет хорошо попробовать и такой вариант, и такой вариант. Далее сделаем мобильную эмуляцию и видим, что у нас не получилось ничего. А почему? Так она сжимается, на мобильном, а на эмуляции оно не работает. Все достаточно просто, ребята. Мы просто не указали очень важный метатег. Метатег, который контролирует наш viewport. Вот теперь у нас получается. Размер экрана равняется размеру устройства. Ну все, друзья, спасибо за внимание и до новых встреч на проекте CodeFocus. В следующем своем видео я расскажу о том, как подключить бургер или использование простейших JS библиотек.